Здравствуйте, зрители канала. У нас, я думаю, последний скутер, который делаем в холодном гараже. В чем проблема? Позвонила женщина, попросила поменять замки. Потеряли ключи. Конечно, документы мы проверили, что все нормально было, то что точно они хозяева. На всякий случай. То есть, не дай бог, не ворованные, не краденые, то есть все в порядке. Посеяли ключи и не знаю, что делать. Я говорю, ну все, решаемая проблема. Меняем замки и все. Так, цена замков уже позвонили, спросили 1200-1300 рублей, в разных магазинах приблизительно так. Ну что ж, теперь самая главная задача их снять. Подходи поближе. Что касается замка зажигания, все просто, конечно же. Его уже нам помогли. Сами хозяева сняли. Дальше они не знают, что делать. То есть вот могли только снять этот замок. Так, как он снимается? Все просто. Передний пластмасс снимаем. Вот здесь саморезы по кругу. Здесь вот саморез сверху. Снизу парочка должно быть. Вот здесь, да. Все, этот пластмасс снимаем. Два болта отворачиваем. Фишку отключаем. Замок у нас в руках. С остальными замками намного сложнее уже идет. Как я... Здесь еще у нас бак на замке. Это уже сложно. Есть 3 способа его открыть, которые я знаю, может быть, конечно, и больше. Самый варварский способ — монтировкой выдрать. Но этот способ никому не рекомендую, потому что бак слабовато, пробка тяжело довольно сидит там крепко. У нас разок получилось, что помяли мы немножко горловину. В общем, геморрой, лучше так не делать. Как я дальше делал? Еще второй способ. Высверливаем личину. Ну, конечно, нужно пылесос, чтобы желательно, чтобы в бак все это стружка не летела. То есть личину высверливаем, потом можно будет открыть. Но здесь я применил третий способ, разработал, так сказать. Сначала что мы делаем? Все это было вот так. Вот здесь была вот эта резиночка и вот эта пластмассочка. Я изначально, попробовал отверткой, думаю, сейчас я проверну. Взял, берем какую-нибудь ударную отверточку. Я лично делал вот этой отверткой. Отвертка от пилы, так сказать. То есть вставил личину, попробовал, покрутил. Крутится вместе с пробкой. То есть не получается. Думаю, сейчас проверну личину, выломаю и все нормально будет. Ладно. Пришлось поступать другим способом. Взял ключ-кобру. Я думаю, можно и плоскогубцами, в принципе. И вот эту пластмасску оторвал. Просто-напросто. То есть вот так оторвал, все это снял. Дальше думаю, что же придумать. Придумал вот такой способ. Был еще один, оператора со мной не было, к сожалению. Взял вот этот ключик, который мы снимаем. Сцепление, вариатор сцепления. Вот так вот в эти отверстия вставил. И личину думал провернуть, чтобы секреты все сломать, чтобы сработал. Но она у меня сломалась, все выломалось. Ну и ничего страшного. Вот на какие запчасти я ее разломал. То есть личину получилось вытащить оттуда. И все. Получилось у нас доступ к лепесткам, которые держат в распор эту пробку. Вот посвети сюда внутрь. Можешь там с подсветкой или как? Фонариком сейчас я посвечу. Покажу. Вот у нас лепесточки. Вот эта вот личина, которую вот крутит, вот тот квадратик. То есть он... Не, поменяй маленько. Вот так, да? Нет, другой, маленько еще. Вот так, да? Или что? Свет, да? Ну-ка. Во, видно, да? Вот так. Видно, да? Берем вот этот ключик. Вот этот квадратик поворачиваем. И пробочку достаем. Так, с другой стороны. Ага, во. Вот и все. Мы открыли пробку. То есть вот в чем секрет. То есть поворачиваем вот этот вот флажочек, который
у нас сводит вот эти два лепестка. То есть, как вот показать? Давай сейчас попробуем посветить. Вот. Механизм, который поворачивает личину. То есть, либо высверливать. Посвети света маленько туда-сюда. Вот так, да? Вот видно, да? Видно. Ну, видно. Либо высверлить, либо вот такой способ побыстрее. И довольно-таки несложный. Это мы справились. Опять же, ну, замена просто, ясно понимаете, что вот новую просто пробку ставим на место, и все, он с ключом. Вот этот выступ, на вот этот пропил, посвети сюда. Вот на этот пропил, вот этот выступ пробки. То есть просто как раз и запечатывается. С замком тоже все ясно. То есть как снимаем, так же назад и устанавливаем. Теперь самое сложное — это багажник. Что? Ты в камеру мне светишь. А, в камеру свечу. Так, ну в общем, добрались мы до багажника, надо нам открыть багажник. Начали думать, как же, принцип какой? Нам нужно как-то потянуть тросик, который вот от этой личины идет к замку. Нашли способ. Итак, нашли мы способ, как открыть багажник. Я уже его пробовал, багажник опять закрыл, он закрытый. Вам продемонстрирую, покажу, как это делается. Взял я проволоку столистую, ну крепкую. Проволока это от полуавтомата, от проволочного сварочного аппарата. Вот такой загиб делаем. Можно покруче, я думаю. И сейчас продемонстрирую наглядно, как это делаем. Так. Для этого нужно будет лечь под скутер. Взять тулупчик. Взять, да, под ложечку, чтобы не измораться. Товарищ оператор должен сюда прям подойти. Посветить прямо вот туда нужно будет сейчас тебе как-то. Ты фонарик дашь? Фонарик обязательно, без фонарика ничего не получится. Я уже Ничего не перенастраиваюсь увидим. на ходу. Так, давай. Вот сюда как-то. Сейчас мы эту пластик маленько оттопырим. И я покажу прям максимально, попробуем показать, как это сделать. Потому что полезная информация. Вот видишь, хозяева не разобрались, как это сделать. Мы додумались. То есть знаем принцип работы, как, что здесь. Так, отодвигаем маленький пластмасс. Вот у нас этот тросик. Видно, да? Ты видишь? Да. Теперь вот этой проволочкой мы зацепляемся за тросик. Блин. Ага, зацепили за тросик, теперь надо его натянуть. Так. Че, понял? Открылось все? Вроде щелкнуть должно. Ага, открылось. Все. Мы открыли багажник. Вот такие дела, ребята. Получили доступ к багажнику. Ну, теперь нам надо, чтобы снять эту личину, надо будет снять унитаз. 4 болта отворачиваем и дальше покажем, что нужно будет сделать. Кузьмича мы принесли. А он у нас в этом, в зимней кладовке, уже в зимнем. Ну да, в зимнем гараже уже готов там служить. Ты что-то куда-то светишь, непонятно. Кстати, скутер этот, с виду мы сначала думали, когда фотки показали нам, думали, что это 4-тактный китаец. Оказался, что это 2-тактный китаец. Типа стелса, только называется Тритон. Ну, это очень похоже на Китай. То есть написать можно что угодно, но начинка похожая. Итак, вот у нас, Тритон. обратите внимание, вот масляный бачок. Всколень, что ли? Всколень, да? Вот стелсовский двигатель. Свет не возьмешь? Сейчас возьму. Ну что ж, теперь смотрим замок. Блин, как неудобно он здесь расположен. Как он здесь неудобно расположен. Возможно, придется эту половинку снимать туда рукой. Неудобно будет доставать. Ну, в общем, я покажу сейчас, что нужно сделать.
Вот вон ту скобу нужно снять, которая держит замок. Так, там еще одна пластмасска. Пластина еще держит, он привязан к этому пластику. Да, печально. Эту боковинку придется снимать, скорее всего, потому что там еще эта пластина привязана к пластику. Прикручено. Угу. Так, давайте мы его сейчас снимем, но когда устанавливать, придется все-таки пластмасску снимать, потому что неудобно будет, туда никак ни пальцами ничего не достанешь. Итак, вот, чтобы снять замок, его держит вот эта прижимная пластина. Так. Слушай, блин, наконец-то я. Вот эта пластина. Вот так она. Замок подпирает, чтобы он не падал. Сейчас продемонстрируем, когда снимем. Тогда. Ну что ж, теперь у нас эта личина должна сюда уже выйти. Так, ну еще что нам надо сделать? Идем, покажи, что надо еще сделать. Что ты там делаешь? Вот с личины надо, вот отсюда нужно снять тросик еще. Зацеп на ту пластину. Вот там. Блин, как вот тебе посветить лучше? Видно же? Видно? Видно? Тросик подходит к пластине. Его нужно снять. Блин. Вот так вот. Видишь, отсоединили трос, с пластины сняли, который прикручен к пластику. Видно? Или ничего не видно? Ни хрена не видно, да? Да так себе, ну видно. Теперь нужно личину выдавить. Какой-то уже микросъемки какие-то ведем уже. Мы. Так, ты сама личину снимаешь, да? Да, все, вот здесь. А, ты уже столкнул личину? Да, вот здесь. Смотри. И личину вытолкнул сюда. Вот она, личина. Вот. Многострадальная. Да, теперь сейчас мы ее отключим от тросика. Давай сюда. Вот. Возьми. Что ты зараза? Так, вот личина у нас в руках. Так. Ну что же. Мы все-таки придумали, как ее снять, но установить уже будет очень проблематично. Думаю, придется все-таки снимать этот кусок пластмассы, потому что нереально будет назад поставить. Обращаю внимание, что личина, вот здесь специальный выступ есть, и здесь на пластике такой же вот выступ, вырез как бы. То есть личина устанавливается только вот в таком положении. То есть, чтобы вот этот выступ зашел вот в этот пазик. Вот. Для чего это сделано? Чтобы личина не проворачивалась, когда мы ключом поворачиваем. Да, чтобы она была зафиксирована. А уже, чтобы не вываливалась, вот этой скобой поджимается. Вот так вот. В распор встает. Так, ну что ж, на этом, я думаю, все, наверное. Дорогие друзья, приобрели мы замки. Цена вопроса 1400 рублей. Ну, посмотрим, что у нас здесь есть. Первый замок зажигания сам по себе. Так, потом, что еще у нас здесь есть? Куча всяких еще железяк. Так.
Смотрим. Пробочка наша. Вот она, родимая. Оп. Так. Должно быть 2 ключа. 2 ключа. Ну, пробочку мы сейчас сразу же на место поставим. Опа, все работает. Старую снимаем, новую ставим. Да что ты, народ? Ну, эту мы сняли. Новую сразу. Так, выступ на этот пропил. Так, раз. Готово. Один замок уже сменили, другой замок. Так, оригинала не нашлось, поэтому вот видим, здесь 4 провода, здесь 5 проводов. Но это все решаем, проблема. Самое главное, что они подходят, идентичные по длине, по всему. Просто вот этот пульт переключения, где сами контакты находятся, с этого замка переставим на этот вот 2 болтика, вот эти отворачиваем, это дело снимаем. Единственный момент, ставим в одно положение эти оба замка. Кстати, они сейчас стоят вот в этом положении. Положение тут неправильно стоит, эта пластмасска. Мы его берем. Положение блокировки замка, то есть, соответственно, вот этот вот штырь у нас вышел из замка, то есть блокировка руля, то есть такая система. Теперь мы сейчас этот пульт снимаем отсюда и переставляем на новый замок. Тоже здесь сворачиваем. Сейчас продемонстрируем. Все у нас должно подойти. Но я уверен, потому что это я уже не раз проделывал за свою карьеру ремонтника. Уже 7-летнюю. А может, 8 уже сбился. Так, эти болтики мы отвернули. Пультик сняли. Так, теперь с этого замка снимаем этот новый пульт. Так. Обращаю внимание, придется болтики ставить вот с этого пульта. Даже здесь винтовые болты, а здесь уже саморезы. То есть болты ставим вот эти, которые отсюда. На это тоже обращаю внимание, бывает и так. Китайцы упрощают все это дело. Просто саморезами закрутили и готово. Это дело убираем. Это дело ставим. Хоп. И заворачиваем саморез обратно. Так. Китайцы. Хитрые жуки. Вообще уже вот это уже даже тут начали экономить. Не резьбу резать. Силумин закрутить Да, широкую. саморез просто забахали. Готово. Боюсь, эти саморезы их можно сорвать. Ну-ка, сильно не тянуть. Так, ну вот как-то так. Этот замок мы подготовили к установке. Все. У нас уже эта фишка будет подходить к тому замку. Так, что-то не пойму. А, он так вот должен стоять, да? Так, он с нажимом даже как-то. Попробуй ключ поменяй. Там же ключ, может, другой. Там один ключ в связке? А, работает? Ну вот, да. Значит, они были это... Видишь, он дальше еще штырь выходит. Они были в положении включенного замка зажигания. То есть вот положение одинаковое. То есть нужно в одинаковом положении все это переставлять, чтобы у нас, ну,
как надо встал весь механизм, то есть так проще, чтобы потом не колдовать, не искать где чего. То есть это у нас готово уже к установке. Сейчас мы еще поставим вот эту штуку. Вот так. Вот у нас. Но, кстати, зря мы ее ставим. Ее нужно ставить будет потом, когда мы уже установим замок на свое место, прикрутим его, фишку подключим, и она уже с этой стороны одевается. И вот таким макаром устанавливается. То есть, что вот так у нас зажигание выключено, так включено. И с нажимом. Или без нажима? Нет, с нажимом должно быть, наверное, да? Нет, так, просто вот. Это уже блокировка замка, руля. Ну, в общем, все. Дальше что еще, дорогие друзья? Это у нас личина сюда, багажник. Сейчас мы наглядно покажем, что мы делали. Там очень плохо, нехорошо получилось, нам не понравилась как съемка, ничего там не видно. Сейчас я нашел просто у себя, порывшись в пластике, нашел пластмасс боковой с таким же точно замком. То есть он снятый, все покажем. Очень неохота снимать эту боковинку. Мы будем как-то умудряться поставить на место личину без разбора. Опять же, пошеврявшись в этом наборе, понял я, что еще один замок-то я забыл вам показать, что еще один замок есть. Вот на этом крючке. Ну, здесь все просто с этим замком. Он хлипкий и легко поворачивается просто отверткой. Оп. То есть он довольно-таки... В принципе, он здесь в данном случае только масляный бачок закрывает. Воровать тут нечего. Да, воровать здесь нечего. В китайце в четырехтактном здесь просто клапанная крышка, то есть клапана регулировать через нее можно. В общем, такой для ремонтных лоховской, можно сказать, замочек. Меняется он просто. Вот это вот мы отворачиваем гаечку. Этот замочек мы вынимаем. И другой устанавливаем гаечкой. Здесь тоже у нас гаечка в комплекте есть. Новая. Гаечку отвернули. Замочек опять на место. Тут вот прорези, не ошибетесь. На место воткнули. Гаечку раз. И затянули. То есть этот замок мы тоже сменили. Ну что ж, замком багажника конкретно сейчас я вам покажу на наглядном материале. И на этом, думаю, мы закончим съемку по этому вопросу. Так, вот у нас где? На полу покажем, да? Давай на полу. Да. На полу. Вот что мы там вчера вам пытались показать. Сейчас я разберу, как это все мы делали. Вот такой же замок. Так, как она стоит. Вот эту пластину, которую мы пытались снять, как видите, она вот так вот подпирает замок. Там только немножко вот видоизмененная пластина, немножко другая, но это не столь важно. И вот этот тросик, соответственно, тоже надо будет снять с этой пластмассы, с этой пластины. Ну, не хочет слазить, да? Да сейчас не хочет, заставим. Вот так вот. Вот мы сняли так тросик. Потом содрали вот ту пластину. То есть вот, либо вот так как-то ее. То есть она вот довольно-таки легко отнимается. То есть надо как ее поддеть. Как-то поддеть и извлечь. Лучше, конечно, вот так отверткой упереть. Так вот я спрессовать. Вот. Эту пластину мы содрали. Все, у нас личина уже туда проваливается. Это тросик свободен тоже. То есть личина у нас вышла сюда. Вот прорезь, которую я говорил. На личине вот прорезь. То есть, соответственно, так устанавливаем. Вот этот выступ на вот эту прорезь. Так, вот здесь вот еще пружинка. Ага, все. Опа, на месте. Потом вот это вот. На этой пластине тоже прорезь есть под выступ на личине. Вот.
чтобы нам не ошибиться, как ее ставить. Так, дальше. Опять пружинка нам мешает. Вот этот вот нормально торчит. Ее напролить сначала, потом вот так. Все, теперь личину поддерживаем. Пластину опять. Пластина, вот, кстати, на пластине еще тоже прорезь. Пластина тоже ориентируется отсюда. И вот. Тут вот на личине проточки. То есть пластина должна зайти в эти проточки. Оба. Все на месте. Осталось только еще тросик закрепить. Вот так. Раз, пластину. И все. У нас теперь работает. Но вот продемонстрировать я вам не могу. Но если замком, ключом крутим, то есть вот эта вот серьга поворачивается вперед, тросик у нас натягивается и замок открывается. Мы как делали? Вот то, что когда мы подлазили проволокой, то есть вот в это место. А сейчас я продемонстрирую, что я буду на пальцах объяснять. Вот этой проволокой мы поддевали за вот это вот место и дергали. Ну да, мы снизу вот так вот. И дергали трос вот так. Раз. Опа, у нас здесь сработало все. Замок открылся. Ну что ж, на этом, я думаю, все по этому видео. Все мы подробно объяснили, подробно рассказали. До скорых встреч на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Очень комментируйте, да, мы любим ответить на волнующие вас вопросы. То есть всем до скорых встреч, пока. Скоро увидимся.